Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня что мы будем сегодня вязать? Сегодня я буду вязать вот такие вот тапочки. Простая такая моделька, связанная спицами на застежке, на пуговичке. Впереди небольшой узорчик с обвитием петель. Значит, для узора я нитки выбрала немножечко толще, чем основная нить. Но вы можете взять пряжу такую же самую, какими будем вязать тапочки, или же, ну, какие найдете. Но сильно толстый не берите. Я хотела, чтобы у меня немножечко рисунок был более объемным, выпуклым. Немножечко толстоватый, конечно, подобрала, но ладно. Значит, немножечко нам нужно будет белых для узора, зеленых и одну ниточку желтая. Что нам еще нужно будет для вязания? 5 спиц номер 2,5. Потом еще у меня одни спицы круговые. Это я буду делать зачин на мыске на круговых спицах. Я взяла номер 2 круговые спицы, чтобы здесь сильно не были растянутые петли. Если у вас нет номер 2, можете взять 2,5, но не больше. Желательно поменьше размер. Крючок номер 5, 1,50 миллиметров. Это для обвязки самого тапочка. Так, что еще? Нитки, которыми я в этот раз вязала, я взяла Ализа Экстра, они с этим шерстью, как это по-русски, 220 метров в 100 граммах. Вот такие вот ниточки, значит, у меня было 100 грамм. Вот что у меня осталось с моточка. Но размер 36-37, поэтому осталось. Если у вас будет размер больше, то моточек весь уйдет. Теперь по поводу размера. Значит, если хотите связать меньше размер, уменьшаем вот эту вот часть. Ну, я в процессе видео это все говорила. Длину вот здесь вот будем уменьшать. Если размер хотите связать больше, значит, здесь будем увеличивать. Это из расчета, если у вас такой же метраж, как у меня. Если же у вас метраж, ниточка тоньше, то есть метраж больше, тогда вот я набирала 56 петель в объеме, вы наберите 58 или 60. Опять же, я все замеряла в процессе вязания в сантиметрах, поэтому сориентируйтесь. Ну и самый простой метод. Свяжите одни тапочки. Они буквально за день их можно связать, эти тапочки. Если вам размерчик немножко не подойдет, как я уже говорила, подарите кому-то, или же оставите, будете по ним ориентироваться. Добавить мне здесь 2 петли или здесь мне уменьшить 2 петли. Вот так вот. Ну, я примерила 36-37, а в натяжку, если еще добавить один рядок, на 38 проходит. Вот так вот. Размер сказала, спицы назвала, пряжу показала. Схему сейчас этого цветочка выведу на экран. Ну что, берем спицы, берем хорошее настроение и начинаем вязать. Поехали. Для вязания мыска на круговые спицы номер 2 я взяла. Я наберу петли на каждую спицу по 10 петель. Значит, ниточку одну на одну спицу положу, второй придавлю, сначала завожу под нижнюю, потом перевожу и под верхнюю, под нижнюю, под верхнюю, на нижнюю и на верхнюю. Вот так я набираю петли. Буду набирать, пока на каждой спице у меня не будет по 10 петель. Если размер у вас больше, то можно набрать 12. Или же, если нить у вас тоньше, то тоже можно набрать 12. И также, если размер у вас меньше, можно набрать 8. Так, теперь посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10. Вот как точно, даже не считала. 2, 4, 6, 8, 9. И последняя на нижнюю. На нижнюю завела. Все. Ниточку я потом прикреплю. Я сразу узелок не делаю, чтобы он не выскакивал. А когда провяжу мысок, потом закреплю эту ниточку. Значит, теперь каждую спицу эти 10 петель я провяжу. 2, 4, 6, 8, 9. Теперь одну спицу я выдвигаю аккуратненько. И петли
С первой спицы провязываю. Эти петельки буду провязывать перевернутыми. Я первую петлю снимаю, чтобы она не была потом сильно вытянутая, потом ее провяжу. Теперь провязываю все лицевыми, провязываю туго, плотно, чтобы они не были вытянутыми. На этой спице провяжу все петли перевернутые, а на второй спице буду провязывать, как они смотрят, как лежат, так и буду их провязывать. Вяжем до конца все лицевыми. Вот я переворачиваю вот так ее под низом, потому что она у меня получилась перевернутая. Так, отошли. Теперь придерживаем, чтобы это ничего не убежало. Подтягиваем вторую спицу. Эту спицу вытянула. И провязываю со второй спицы все петли. Вот они уже у нас смотрят нормально. Также все 10 петель провязываю. И далее я их перенесу на 4 спицы. Так, ну что ты, иди сюда. Довязали. Хвостик этот подтянем. Теперь опять придерживаем это все. Для тех, кто вяжет первый раз, может быть. Способов очень много. По крайней мере, несколько способов набора есть зачина. Поэтому кому как удобно, тот так и набирает. Теперь все. Теперь переносим. Что мы делаем? Переносим это все на 4 спицы. И со следующего ряда начну делать добавки. Теперь первую провяжу я уже. Так, раз. По 5 петель на каждую спицу. Все вязание буду петли переворачивать по ходу вязания. Потому что вязание у нас будет по кругу. Так, вот 5 на одну, 5 на вторую. И также снимем со второй спицы. Все по одной аккуратненько придерживайте, потому что в один момент может это все улететь. Снимаем все петли на 4 спицы. Перенесли на 4 спицы. Теперь буду делать добавки. Начну первые 3 ряда, буду делать добавки в каждом ряду по кругу. Потом до конца буду делать добавки через ряд. Один ряд буду делать с добавками, один ряд без добавок. Так что первые 3 ряда буду расширять. В каждом ряду я делаю добавки. Значит, так, что мы делаем дальше? Первые 2 петли провязываем. Так, как бы это так вот, чтобы было понятно. Строительные какие-то прям железяки выглядят. Первую, вторую провязываем лицевой. Я не после первой буду делать добавку в этот раз, а после второй провязанной петли. Первую провязали, вторую провязали лицевой. Петли я переворачиваю, делаю одну добавку, вот так вот набрасываю. Все, дальше вяжу до конца второй петли. Вяжем лицевыми. Ой-ой-ой-ой, что ж это тут такое? Раз. Два. Три. 2 петельки осталось. Делаю опять добавку, набрасываю. И последние 2 провязываю. Точно так же на вторых 2 спицах сделаем. Перевернули. Вот у нас 2 спицы. Первые 2 петельки провязываю. Поплотнее здесь на боках. 2 провязала. Одну накинула.
Все. Опять пришли в конец ряда. 2 петельки осталось. Набросили. Так, и еще раз покажу. Дальше уже мысок довяжем сами. Теперь что мы делаем дальше? Опять первые 2 провязываю. Опять делаю добавку. Вот наша добавка. В начале ряда я ее провязываю вот так вот. Где она? Вот так вот вела. Провязала. А в конце ряда буду провязывать за заднюю стенку. Ну, я таким способом провязываю. Так, и в конце ряда провязываю петельки. Так, вот она наша добавка в конце ряда. А в конце ряда, если я в начале ряда провязывала под переднюю, с-под низу брала, то здесь я буду брать за заднюю. Вот так вот. Так вот. За заднюю буду брать. И это у меня ложится как вроде бы налево, а это направо. Так, делаем еще одну добавку. Это у нас вторая добавка была. Еще один ряд провяжу с добавками, а потом буду вязать через один ряд. Так я расширю, пока у меня на спице не будет 56 петель. Расширим, провяжем мысок до 56 петель. И потом будем вязать цветочек. Так, 2 добавку сделали. Предыдущую добавку подняли, провязали. Идем до конца ряда. Заканчиваем. Так, это у нас 2 добавки. И еще одна осталась в следующем ряду. Потом будем делать через ряд. Так, в конце ряда опять провязываю добавку. Провязала. Новую сделала. Все. Оставшиеся 2 петли провязываю лицевой. Следующий ряд делаем еще одну третью добавку. Потом будем делать через ряд. Провяжем 56 петель. Вот так вот получается по краешкам. Двойная получается, как в носках. 56 петель я провяжу. И начнем делать вышивку, цветочек вязать. Вяжем. Провязали мысок. У меня на спицах 56 петель. На каждой спице по 14 петель. Значит, у вас может быть и 58, и 60. Сейчас будем вязать вот по такой схеме простенький такой цветочек. Поэтому я вам в начале количество петель говорить не буду, только количество петель, когда буду вязать сам цветочек. Вот заскриншотьте схему себе, или же возьмете ее в сообществе. На канале есть сообщество, я туда схемы выставляю. Значит, я буду вязать двойной ниткой. Хотела немножечко сделать, чтобы был более выпуклый рисунок. Поэтому я взяла нитку толстую. Вы можете этого не делать. Можете вязать такой же ниткой, как вязали сам следочек. Или же немножечко потолще нитку. У меня немного толстовато получилось. Ну, объемно мне захотелось. Если у вас нить будет тоньше, то, соответственно, сам цветочек будет более плоский. Я сделала более выпуклый, у меня получился. Значит, начинаем вязать. Сейчас нам нужен будет зеленый цвет. Я схему сейчас уберу, потому что сбивается ракурс. Сюда я положу. Значит, начну первую петельку зеленую вязать, не довязывая до конца второй спицы 9 петель. Начну первую петельку узора вязать. 1, 2, 3, 4. Так, 3, 3, 9, 5 петель провяжу со второй спицы. Теперь первая петелька, вот смотрите, начинаем вот с первой петельки вязать. Зеленая 1. Что я для этого сделаю?
Для каждого цвета, вот, например, здесь белый и здесь белый, я отдельную ниточку буду отрезать по полметра, небольшие, потому что узорчик у нас небольшой, чтобы не было больших протяжек. Вот у меня здесь зеленый цвет и здесь зеленый цвет. Я сюда одну ниточку зеленую прикреплю и в конец вторую ниточку зеленую, опять же, чтобы не делать больших протяжек. Так, теперь первая петелька зеленым цветом. Для этого петельку, которую я буду провязывать, я ее снимаю. Зеленый цвет сразу наперед ниточку завожу. Эту петельку обратно на спицу перевожу. Обвела вокруг и провязала основным цветом саму петельку. Потом эти все хвостики поподтягиваем, позакрепляем в конце вязания. Все, первую провязали. Далее вяжем основным цветом по кругу, доходим до начала петельки, вторую петельку провяжем точно так же. У нас одна на одной будет. Сейчас вяжем весь следочек по кругу. Провязали, дошли опять до нашей обкрученной петельки. Нам нужно ее провязать второй раз. Друг над другом будут две зеленые петельки. Опять мы ее переснимаем на спицу. Опять берем зеленый цвет. Выводим его наперед. Петельку перебрасываем. Заводим нить назад. Обмотали таким способом. И провязываем опять ее лицевой, как и все лицевые. Немножечко подтянем, сильно не затягиваем. Далее вяжем все опять по кругу, все основным цветом. Вяжем, идем в начало ряда. Будем вязать, не дойдем, одну петельку не довяжем до предыдущей зеленой. Начнем вязать новый узор. Даже не одну, у нас уже будет белый цвет. 4 петельки получается. Остановимся. Вот смотрите, одну, вторую мы провязали. Теперь следующий ряд. Сколько у нас? Раз, два, три, 4. Значит, не довязываем 4 петельки. Четвертую будем снимать и обвивать ее. Сейчас вяжем по кругу все петли, не довязывая 4 петли, останавливаемся. Так, 4 петельки не довязали, остановились. Теперь у нас будет белый цвет. Берем белую ниточку. Значит, что мы здесь сделаем? Первые 2 петельки будут белым цветом. Первую петельку снимаем. Белый цвет выводим наперед, ниточку перебрасываем. Петлю опять заводим на спицу. Нить переводим назад. Сейчас, чтобы хвостов больших не было, немножечко подтянуть ее. Провязываем ее. Вторая петелька тоже будет белым цветом. Снимаем ее. Белый цвет заводим наперед. Мы ее сняли. Теперь обратно возвращаем ее. Обвиваем. И провязываем основным цветом. У меня это синий, петельку. Так, немножечко подтянем. Так, 2 провязали. Дальше у нас по схеме 1 петелька основным цветом, 1 голубым. Далее у нас будет 1 зеленым. Снимаем ее. Вот у нас зеленый цвет. Опять выводим наперед. Нить перевели. Назад завели, обмотали ее, обвили петельку
и провязываем основным цветом. Далее по схеме у нас идет одна основным цветом петля. Следующая одна зеленым. Опять берем зеленую нить, наперед ее, петельку переносим обратно, обвиваем эту петельку, нить завели назад и провязали основным цветом. Все, в этом ряду закончили. Далее идем, все вяжем основным цветом. Дойдем до кудова. Вот до нашего белого не довяжем 2 петли и остановимся. Вяжем все основным цветом. Четвертый ряд узора. Не довязываем 2 петельки. Вот у нас первый ряд был белым. Опять не довязываем 2 петельки. Сейчас будем вязать 4 петли белым цветом. Значит, первую петельку снимаю. Ту, которую нужно провязать будет нам цветным, белым или зеленым, мы ее снимаем, переносим на спицу, обматываем, обвиваем, нить назад завели, провязываем ее основным цветом. Вторая петелька, опять ее снимаем, тоже провязываем ее белым цветом. Третья петелька, сняли, перенесли, обмотали, провязали основным цветом. И четвертая белым цветом снимаем. Завели назад нить. Провязываем основным цветом. Провязали 4 петельки белым. Далее одна у нас будет идти зеленым. Снимаю ее. Берем зеленую нить. Заводим наперед. Точно так же перебрасываем ее на левую спицу. Обводим вокруг нитью. Нить завели назад за спицу. Берем основной цвет и провязываем петельку, которая внутри, основным цветом. Вот такой вот метод вязания. Одну зеленым. Дальше у нас по схеме 2 петельки основным цветом. Раз, два. И 2 зеленых идут. Опять одну сняли. Провязываем ее зеленым. Перебросили. Провязали. Вторая петелька зеленым цветом. Снимаем ее. Нить зеленую перевели наперед. Вернули обратно петельку. Обвили зеленой нитью. Провязали основным цветом. Все. 2 зеленых провязано. Далее идем по кругу. Возвращаемся в начало узора. Это у нас был 4-й ряд. Пятый ряд узора. Не довязываем 2 петельки. Снимаем эту петельку. Она у нас будет зеленым цветом. Я подключаю новый зеленый цвет. Завожу его наперед. Опять так же само. Петельку перебрасываю. Обматываем ее. И провязываю основным цветом. Одна петелька зеленым провязали. Далее по схеме у нас одна петелька основным цветом. Две петельки белым провяжем.
Снимаем. Опять нить заводим вперед. Обвели назад и провязали основным цветом. Одна белым готова, вторую снимаем, вторая петелька белым цветом, подтягиваем. Следующий у нас по схеме идет желтый цвет. Одна петля желтым цветом. Так, одну желтым провязали, далее 2 белым. Одну белым и вторую белым снимаем наперед. Две белым. Так, что у нас получилось? Провязали одну зеленым, одну основным, 2 белым, 1 желтым, 2 белым. Далее по схеме у нас 1 петелька основным цветом, 1 зеленая. Снимаем. Нить наперед перевели, петельку обратно на спицу, нить завели назад и провязали основным цветом. Одну зеленую провязали, далее 1 основным цветом и далее по схеме у нас 3 зеленым. Первую провязываем зеленым. Вторая зеленым. Провязали основным цветом. И третья зеленым. Сняли. Провели нить наперед. Петельку вернули на спицу. Обмотали ее. И провязали основным цветом. Все, 3 петельки зеленым провязали. Далее вяжем все по кругу, идем в начало узора. Все вяжем основным цветом. По кругу обвития петель легче вязать, чем когда лицевая и изнаночная. Ну, во-первых, здесь все видно. Так, вяжем по кругу, возвращаемся в начало узора. Пришли в начало узора, провязали над ним 1 петельку основным цветом. Далее у нас по схеме 2 петельки зеленым. Чтобы это было удобней, перенесем. Значит, петельку первую зеленым цветом перебросила на спицу, не провязывая. Зеленый цвет завожу наперед. Возвращаю ее обратно на спицу. Сейчас еще пару рядов с вами провяжу, чтобы было понятно, кто не знает, как это делается. А потом по схеме довяжем этот цветочек уже сами. Все повторяет друг друга, все петельки перебросили. Первая зеленым, готовая петелька, все, провязали ее, подтянули. Вторая зеленым цветом, снимаю ее сначала, завожу наперед нить, вернула обратно, нить назад и провязываю основным цветом. Все, 2 зеленые готово. Далее по схеме у нас 4 белым. Также белый цвет делаем.
Первая белым провязали, вторая белым снимаем, обвиваем, провязываем основным цветом, третья петелька белым цветом снимаем, третью провязали и четвертая белым, сняли ее, белую нить заводим наперед, петельку вернули на спицу, обвили ее и провязали основным цветом. Все, 4 белым провязали. Далее одна петелька идет у нас основным цветом, одна петелька будет зеленым. Теперь зеленый цвет сняли. Перед тем как ее обвивать, эту петельку снимаем, не забываем. Нить заводим наперед, петельку вернули обратно, обмотали ее, провязали основным цветом. Провязали. Далее по схеме у нас 2 петельки основным цветом голубым и 3 петли зеленым цветом. Все. Первую зеленую обмотали, провязали, вторую зеленую снимаем, нить выводим наперед, перебрасываем обратно, обвели вокруг петли зеленую нить и нить провязали. Третья петля зеленым цветом, сняли ее, нить заводим наперед, завели нить, перебросили, обвили ее, провязали основным цветом. Все, в этом ряду узор закончен. Далее вяжем по кругу, идем в начало ряда. Ой, так, вот такое дело у нас получается. Значит, вот смотрите, у нас желтый цвет дальше повторяется немножечко далеко, больше желтого цвета нету, поэтому эту нить, ну у меня здесь толстая, я потом это все буду отмачивать дело. Эту желтую нить крючком протяните ее под петельками в нужное место. Чтобы новую нить не подключать, можно ее просто протянуть. С остальными этого делать не надо, потому что сильно будет уплотнений много, нагромождения всего. Значит, ну что, еще закончу цветочек, провяжу еще один ряд последний. А дальше уже будем сами. Останется вам 2 цветочка. Все повторяет друг друга. Значит, идем сейчас с начала ряда. Доходим до начала узора. Далее 7 ряд у меня узора. Над 2 зелеными провязали 2 петельки основным цветом. Дальше у нас по схеме 2 петли белым. Над 2 белыми провяжем 2 петли белым цветом. Одну снимаю. Белый цвет завожу наперед. Перебрасываю ее обратно. Заводим нить назад, обмотали. Петельку провязываем основным цветом голубым. Одна белая готова, вторая белая снимаем. Подтянули немножечко, сильно не затягиваем. Нить наперед, петельку перебросили, обвели вокруг, провязали основным цветом. Все, 2 белых готово. Далее по схеме 1 петелька основным цветом провязали.
Далее 1 зеленым. Сняли. Зеленую нить провели наперед. Петельку обратно перебросили. Обмотали. Провязали основным цветом. 1 зеленым готова. 2 белым. Последние 2 петельки в этом ряду будут 2 белым цветом. Опять сняли. Белый цвет. Наперед. И провязали голубым. Еще 1 белым. Сначала ее снимаю. Обмотали. И провязываю основным цветом. Все. На этом этот ряд закончен. Далее идем, все вяжем по кругу. Возвращаемся в начало узора. 8 ряд у меня по схеме. Значит, осталось у меня 2 петельки. Вот белых у меня 2. Перед ними 2 петельки не довязываю. Я их провяжу сейчас. 2 петельки белым цветом. Ниточка у меня осталась в конце ряда. Я ее не буду возвращать обратно, чтобы не делать большую протяжку. Я возьму новую нить, отрежу. Значит, 2 петельки провяжем белым цветом. Для этого первую петельку опять снимаем. Белую нить завожу наперед. Нить перебросили обратно. Все точно так же. Обвиваем. Провязываем основным цветом. 1 белым провязали. 2 белым снимаем. Нить перевели вперед. Петельку перебросили. Обвили вокруг. Провязали основным цветом. 2 петельки готово белым. Далее по схеме 2 петли основным цветом. 1 петелька зеленым. Снимаем. Так, где у нас тут зеленый цвет? Вот он. Перебросили. Что я сказала? 1 зеленым, да? Ага, 1 зеленым цветом провязали. Далее 1 основным цветом и 4 петельки белым. Одну зеленым провязали, 1 основным провязали. Далее вяжем 4 петли белым цветом. Это будут последние 4 петли в этом ряду узора. 1 провязали, 2 белым цветом. Провязали, подтянули. 3 снимаем. Нить переводим вперед. Петельку обратно на спицу. Обмотали. Провязали основным цветом. 3 готова. 4 снимаем. Нить вперед. Петельку обратно на спицу. Обмотала. Провязала основным цветом. Все, 4 петельки провязали. Далее идем все по кругу, вяжем основным цветом. Возвращаемся в начало ряда и продолжаем вязать по схеме. Переходим на заднюю часть. Петельки все
переворачиваю, так как они перекрученные. Все вяжем по кругу. Так, вяжем по кругу, вывязываем наш цветочек. Значит, что нам осталось? Докуда мы с вами дошли? Что у нас здесь 4 петельки? Вот до сюда мы дошли. 4, раз, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, уже 6 рядов провяжите сами. Довяжем сейчас по схеме этот узор. Я к вам вернусь, встретимся. Довяжем наш мысок до конца. Вяжем сейчас, заканчиваем цветочек. Закончили вязать наш узор. Далее попрячем все крючком на изнанке под ниточками, все хвостики спрячем. Далее что мы будем делать? Продолжаем вязать по кругу, все лицевыми петлями. Провяжем нужную нам высоту. У меня это будет где-то 11,5 сантиметров. Размер у меня, как я уже говорила, 36-37. Сейчас я мысок, когда довяжу, я его точно измерю. Ну вот я помню 11,5-12, где-то в этом районе. Поэтому по рядам считать я не буду, потому что все равно ниточки, толщина у всех разная. Значит, сейчас продолжим вязать по кругу. Что я сделаю? Замеряю ширину мыска, какая у меня получилась в сантиметрах. Ну, это же тянется в свободном состоянии. Вот, смотрите, 10,5. А высоту, ну ладно, померяю на готовом. Вот, как я говорила, 11,5 у меня получается. Значит, сейчас, девочки, довяжем, вот высоту провяжем мыска всю по кругу. Дойдем вот до конца и начнем вывязывать вот эту вот пряжечку, как ее назвать, не знаю, переднюю часть вот эту вот начнем вывязывать. Значит, вяжем, заканчиваем наш мысок и встречаемся. Провязали нужную высоту мыска. Теперь что делаем дальше? Отделим средние 16 петель. Будем сейчас вязать вот этот вот треугольничек, вот эту вот часть, пряжечку. Значит, по краям у меня осталось по 6 петель. Теперь вяжем на средних 16 петлях. 6 петель провязала. Следующие 2 петельки вяжем серединку. Я их сразу закрою, 2 вместе. 2 вместе закрою. Оставшиеся петли до конца провяжу лицевыми. И последние 2 петли тоже закрою 2 вместе. По лицевой стороне я буду сокращать крайние петли по 2 вместе провязывать. По изнаночной стороне буду вязать все лицевыми. Так, последние 2 петельки провяжу 2 вместе. Так, развернулись. Опять вяжем на средних. Сейчас эти петли давайте сразу уберем на заднюю спицу, чтобы они нам не мешала эта спица. И эту тоже переснимем. И будем вязать только на средних 16 петлях. Так, по изнаночной стороне вяжем все до конца лицевыми. Провязываем все лицевыми. Да что я... Последнюю петельку провяжу кромочную изнаночной. Камера низко стоит, и я рукой иногда ее цепляю, поэтому вот иногда получается, что трусится. Это моя вина. Так, перешли на лицевую сторону. Опять первые 2 петельки провяжу вместе. Первые 2 вместе, остальные вяжу лицевыми. И последние 2 тоже провяжу 2 вместе.
По изнаночной стороне сокращений не буду делать, только по лицевой стороне. Когда у меня на спице останется 10 петель, я 2 ряда провяжу без сокращений, чтобы немножечко плавно сойти, чтобы не был такой сильно острый треугольник у нас, так скажу. Так, последние 2 опять 2 вместе провяжу. Перешли на изнаночную. По изнаночной вяжем все лицевыми. Так я буду сокращать, пока у меня на спице не останется 6 петель. Останется 6 петель. Сейчас я посчитаю, сколько я всего провязала. Так, последний довязываем. Последняя кромочная, изнаночная. Перешли. Так, сколько у нас здесь? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Сейчас вот сокращу, потом в следующем ряду сокращать не буду. Лицевой и изнаночный провяжу без сокращений, а потом опять буду сокращать в каждом лицевом ряду. Всего от начала и до самого конца у меня будет 18 зубчиков вот этих вот. Так, 2 закрыла вместе. Тут хоть спереди можно брать задушки, хоть сзади, как вам удобно, потому что потом я это буду обвязывать все крючком, оно все перекроется. Ай. Так, 10 петель у меня на спице. А что так темно стало? 10 петель на спице, лицевая сторона. Я здесь сокращать не буду. Здесь провяжу без сокращений. И изнанку тоже без сокращений. Вернусь на лицевую сторону и опять начну сокращать с каждого краю. Останется 6 петелек. И буду вязать на 6 петлях длинную полосочку. Когда довяжу до конца, я вам замерю в сантиметрах, сколько это будет. Я провязала 18 вот этих вот зубчиков рядов и закрою теперь петли. Сейчас сколько это в сантиметрах. Ну, опять же, если у вас нить тоньше по метражу, то у вас будет 19, может быть, рядов. Отрегулируйте эту штучку. В сантиметрах это у меня 8 сантиметров. Потом мы ее вот так вот перегнем, прикрепим. И вот где мы начинали 6 рядов, где у нас закончилось 6 петель, то есть, извините, 6 петель, где мы начали. И вот как раз на эту серединку мы ее потом пришьем. Значит, сейчас что сделаем? Закроем обычным способом петли. Ниточку оставим немножечко подлиннее, чтобы потом этой же ниткой можно было пришить. Можно, конечно, и не закрывать петли, оставить их на булавке, потом петля в петлю прихватить. Ну, в общем, так, узелка тут не делаю. Сколько мне вот так хватит. Так, все, этот хвостик пусть тут нас подождет. Теперь эту часть закончили. Что мы теперь делаем дальше? Подсоединяем ниточку. И теперь первые 6 петель с каждого ряда в начале и в конце, в начале и в конце первые 6 петель я провяжу изнаночными петлями. Первая кромочная, вторая
третья, четвертая, пятая, шестая. Вместе с кромочной у меня будет 6 петель изнаночными. Дальше идем, все вяжем лицевыми. И последние 6 петель я тоже провяжу изнаночными. Все вяжем лицевыми до конца ряда. Пришли в конец ряда. 6 петель последних провязываю изнаночными. Все, теперь сейчас мы будем вязать боковые стороны и крайнюю тоже изнаночной. И подошву. По изнаночной стороне все петли буду вязать изнаночными. Мы сейчас будем вязать вот эту вот часть. Вот этот вот кусочек. Потом будем добавлять петли и вязать остальную часть. Сейчас что мы сделаем? Провяжу я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 зубчиков. Замерю потом, когда провяжу в сантиметрах. Значит, если у вас размер больше, мы будем увеличивать размер, как я уже говорила в начале. Вот после вот этой вот части, вот здесь вот заднюю часть, вот этот вот кусочек будем увеличивать. Вот эту вот часть провязываем 9 зубчиков. Но опять же, если ориентируйтесь, сколько она у меня, 4 сантиметра я сделала на свой размер. Вот свяжите одни следочки, вот как они есть. А потом уже вторые вам будет легче ориентироваться, где уменьшить, где добавить. Ну, не подошел вам немножко размер, подарите, продадите. Это же такое дело. Так, девочки, что дальше? Изнаночная сторона. Вяжем все изнаночными. И первые 6 петель, и все остальные петли будем вязать изнаночными. По лицевой стороне первые 6 петель мы будем провязывать изнаночными, а остальные лицевыми. Значит, вяжем все до конца изнаночными полностью по изнаночной стороне. Довязываем до конца ряда. Изнаночная сторона, все изнаночные. Развернулись. По лицевой стороне первые 6 петель кромочную снимаю. Провязываю изнаночной. Остальные вяжу лицевой. И в конце ряда точно так же не довязываю 6 петель, начинаю вязать их изнаночными. Значит, так буду вязать, провяжу, пока у меня не будет 10 вот этих, ой, 9 зубчиков. 9 зубчиков я провяжу. Ну, а вы уже вот ориентируйтесь, опять же, по размеру, по своему. Может быть, плюс-минус один ряд. Если у кого такая нить, толще, меньше. Так, вяжем до конца ряда лицевыми. Лицевые и изнаночные показывать вам не буду. В общем, провязываем вот эту вот часть, и я к вам вернусь. Провязала я с каждого края по 9 зубчиков, с этого и с этого. Теперь набираю петли. Наберу с каждой спицы. Сначала с лицевой стороны, потом провяжу по изнанке и наберу с этой стороны по 7 петель. Всего я буду вязать платочкой 13 петель потом. Так, это у нас изнаночная. Вот так вот набираю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, это у нас изнаночная сторона. Все петли будем вязать изнаночными. Первую я сниму. Чтобы их поплотнее надо вязать, но будете вязать поплотнее. Я на видео не всегда получается поплотнее вязать. Все, и остальные все вяжем изнаночными. Так, идем до конца ряда. Все вяжем изнаночными.
И в конце ряда также наберу 7 петель. Все вяжем изнаночными. Так, пришли в конец ряда. Довязываем здесь изнаночными. Набираю 7 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Все, переходим на лицевую сторону. И теперь будем вязать до пятой, нужную нам длину. По лицевой стороне первые 6 петель мы вязали изнаночными, значит, теперь 13 петель вместе с кромочной буду вязать изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все оставшиеся петли до нашей платочки будем вязать лицевыми. Всего у меня на спицах 54 петли. Вяжем все лицевыми. Последние 13 петель провяжем изнаночными петлями. По изнаночной стороне у нас получается, что мы все будем вязать изнаночными. Идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Все вот эти вот петельки, 13 петель, провязываем изнаночными. И последняя кромочная, ее тоже провяжу изнаночной. Все, переходим на изнаночную сторону и все вяжем изнаночными. Надеюсь, понятно. По лицевой первые 13 петель мы вяжем изнаночными, серединку мы вяжем лицевыми петлями, крайние опять мы вяжем 13 петель изнаночными. Изнаночная сторона у нас все петли изнаночными. Что сейчас сделаем? Провяжем вот это вот расстояние до начала пятой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, и на 10 ряду я начну закрывать пятку. 9 зубчиков я провяжу с половиной, если так сказать. Вот. Значит, если у вас размер больше или разница в толщине нити, это уже ориентируйтесь по своей подошве. Вяжем длину, нужную нам длину. Вот. Вот эта вот часть, это получается у нас длина. Довяжем до начала задника. Я к вам вернусь и провяжем пятую. Поэтому модель очень простая, но смотрится хорошо и сидит тоже хорошо. Так, вяжем вот эту вот часть, заканчиваем подошву. Провязали нужную длину подошвы, дошли до пятой. Пятую буду вязать на средних 12 петлях. 12 петель выделила. По бокам у меня осталось по 21. Значит, до платочной вязки я буду вязать лицевыми петлями пятку. Дальше я буду вязать платочной вязкой. Вот этот вот промежуток верхний буду вязать платочкой. Так, что я сделаю? Что замерить ее взять? Так, 21,5 в свободном состоянии. Чуть-чуть подтянули. 23. Это у меня такая длина. Так, теперь что делаем дальше? Закрываем нашу пятку. С лицевой стороны крайние 2 петельки, 12 петельку. 12 петель провязала. 12 петельку с петелькой с боковой стороны закрываю вместе лицевой петлей. Так, что тут у меня ниточка? Угу.
Развернулись, по изнанке вяжу изнаночными петлями. Крайние 2 петельки по изнанке буду закрывать изнаночной петлей. Последнюю петельку переношу ее на боковую спицу, 2 вместе провязываю изнаночной. Сняли, подтянули. Все, первую снимаем, вяжем 12 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 закрываю лицевой, 2 вместе. Соединим до последней петельки все лицевыми, потом перейдем на платочную. Вяжем, соединяем крайние петли. Так, у меня осталась 1 петелька с левой стороны и 1 петелька с правой. Я их закрываю. Дальше у нас уже начнется вот эта вот резиночка платочкой. Сейчас я по изнанке, не изнаночной буду вязать, а первый ряд провяжу лицевой. Все петельки провяжу лицевой, и дальше тоже буду вязать их лицевой. Теперь крайние петли по изнанке я буду закрывать 2 вместе лицевой петлей. Развернулись. Для чего я провязала изнаночной, чтобы у нас вот этот вот ряд совпадал. Первую петельку снимаю, все провязываю лицевой, и последнюю я буду соединять изнаночной петлей по лицевой стороне. Я буду соединять изнаночной петлей, а по изнанке буду соединять лицевой. Так довяжем, пока не закончатся все петли на спице. Соединим все петельки. Так, последняя петелька. Соединяю ее изнаночной 2 вместе. Все, развернулись. По изнанке вяжем лицевыми. Последнюю петельку тоже вяжу, соединяю лицевой. Так довяжем до конца, закроем петли, потом начнем вязать застежку. Все, вяжем, заканчиваем нашу пятку. Вот последняя петелька с петелькой со спицы, 2 вместе, соединила лицевой. Ой, ой, ой. Заканчиваем пяту, закрываем петли. Закончили вязать пятку, закрываем петли. По 2 петельки вместе провязываю обычным способом. Лицевой. Так, здесь у нас остается последние 3 вместе провяжу. Хвостик сюда подтянем. Так, теперь что будем делать дальше? Значит, это у нас был правый, нет, это на левую ногу. На левую ногу. В общем, с какой стороны цветочек,
Там будет застежка с внешней стороны. Значит, здесь цветочек с этой стороны, застежка будет с этой. Теперь с этой стороны набираем петли. Ага. Чтоб не перепутать. Набираю 7 петель. Так вот, самой первой. Один. Под 2 дужки. 2. Сейчас я их сразу на спицу возьму. Три. 4. Наберем 7 петель. Хвостик сразу перебрасываем этот, запутаем его. Так, сколько у меня здесь? 4, да? Пять. 3, 6. Еще одна 7. 2 дужки. Так, разворачиваемся и будем все вязать лицевыми. Провяжу я 28 зубчиков и сделаю петельку. Сейчас будем вязать все лицевыми такую длинную полосочку. Когда я ее довяжу, я ее замеряю. Ну, она, в принципе, растягивается, поэтому крайнюю вяжу изнаночной. Как я высчитывала, какую мне нужно провязать длину этой застежки. Ну, я обычно провязываю 56-64 петли. Вот так вот, смотря какой размер, смотря какая толщина нити. В среднем, вот, например, на носок мы набираем 60 по кругу, да, проем 60 петель. Вот так же и здесь посчитала. По пятке у меня 12. По боковым получилось по 9 петель, 18 и 12 это будет 30. И 28 сейчас провяжу до петельки, 58. Ну и там еще один ряд, это будет заход. Ну, где-то 58 петель, если так посчитать, у меня получилось. Если у вас получится чуть-чуть шире, широковато, вы можете эту пряжку сделать вот сюда подальше. Вот смотрите, сейчас я ее расстегну. Или пуговичку чуть дальше пришить, или натянуть ее вот чуть подальше. Отрегулируйте это дело уже. И мы ее сейчас, когда обвяжем, она у нас, соответственно, будет шире выглядеть. Так, вяжем. Вяжем все лицевыми. Когда обвяжем все крючком, тогда пришьем вот этот вот хлястик. Значит, сейчас я это вытащу. Провяжем вот такую вот детальку. Хотите, я ее прям вам замеряю. Где-то сантиметр закинула. Сколько она у меня в сантиметрах? Приблизительно 12,5 сантиметров приблизительно. Вот так вот получилось. 20, ой, сколько я провязала? 28 вот этих вот зубчиков провяжу, сделаю петельку, вяжем. Провязала я 28 зубчиков. Теперь сделаем петельку. После петельки провяжу еще 1-2 ряда и закрою петли. Так, первые 3 петельки провяжу лицевой, сделаю накид, 2 петли вместе,
Теперь по изнаночной стороне все петли вяжем лицевыми. Три, накид провязываем, 4, 5, 6, 7. Вот она у нас дырочка образовалась. Теперь еще один ряд. Следующий ряд, что я сделаю, крайние петельки по 2 закрою вместе, провяжу, чтобы уголочки немножечко срезать, так сказать. Лицевая, 2 последних тоже провяжу лицевой, и следующие закрою. Изнаночная закрою. 5 петель у меня осталось, закрываю их изнаночной. Ну, так лягла нитка. Последняя. Закроем этот уголочек. Так, почти все. Теперь что сделаем дальше? Теперь беру белую нитку. Вот начну с этого края. Один ряд пройду крючком, обычными столбиками без накида. Значит, кто не знает крючок, я тоже его сильно хорошо не знаю, но вынуждена, хоть чему-то нужно научиться. Так, протянули петельку одну. Под каждые 2 дужки ввожу крючок, вытягиваю петельку. Все. Я даже не знаю, как половина петель называется крючком вязать, но самое необходимое, обвязку, без нее вот не получается. Этот тапочек нужно закончить. Вытягиваю петельку и протягиваю. Соберем эти все петельки, сильно не затягивайте, но и сильно не растягивайте. Так, пройдем весь тапочек сейчас. Сейчас я до уголка дойду. Уголка. Смотрите, отсюда начну. И вот по всему тапочку обвяжу вот эту вот нашу деталь всю. И вернусь сюда, в этот край. А потом уже мы пришьем эту деталь, перегнем ее и пришьем. Сейчас что мы делаем? Обвязываем. Потом пришьем пуговичку. Так, дошли до уголка. Теперь вот тут вот этот разъемчик тоже надо аккуратненько так соединить это все. Соединить. Вот так по петельке обвяжем весь тапочек. Угу. Точно так же этот уголок тоже красиво его закроем.
Обвяжем, то есть. Так, где у нас тут? И разворачиваемся вот под следующую сразу. Под две дужки. Все. И так по всему тапочку, по всему следочку. До конца, наверное, уже я идти не буду. Думаю, всем понятно. Обвяжем до конца, пришьем эту детальку, проденем в нее, проведем этот хлястик, застежку в нее, пришьем пуговичку, и все, вуаля, готово. Поэтому на сегодня все. На этом я буду закругляться, а вы довязываете тапочек. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, пожелания. Я все читаю, все вижу. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся. Новое видео я уже готовлю. Так, вяжем, заканчиваем, девочки.